Покупая какую-либо технику, мы хотим универсальности, чтобы одно устройство перекрывало сразу несколько задач. Экшн-камеру я брал с той же мыслью: снимать не только на улице, но и в помещениях. Местами она разочаровала меня, но как веб-камера оказалась неплохим вариантом. В этом видео я покажу тебе, как подключить экшн-камеру DJI 4 в формате веб-камеры, как по кабелю, так и по беспроводному соединению. А также разберем настройку в OBS для получения качественной картинки. С правильным подключением проблем возникнуть не должно, DJI позаботились об этом. Тут все просто. Подключаем кабель Type-C к камере, второй конец к компьютеру и выбираем режим веб-камер. Важный момент. Советую выбирать кабель с поддержкой быстрой передачи данных, так как стабильнее изображение будет и меньше задержка. Теперь переходим к OBS. Что мы делаем, как только зашли в OBS? Что мы делаем? Мы делаем одну вещь. Заходим и добавляем устройство захвата видео. Добавили. Называем DJI. Добавили DJI в устройстве. Выбираем нашу экшн-камеру. Экшн-камера выбралась. Хорошо, отлично, молодцы. Здесь мы дальше настраиваем. Что нам надо? Нам надо наше пользовательское значение, какое мы хотим. А мы хотим 1920 на 1080. Выбрали. Окей, молодцы мы. Дальше FPS. FPS здесь не меняется. Как 30 было, так и 30 будет. Оставим. Это все хорошо. Нам более не надо 30. Дальше мы выбираем формат видео. Если мы выберем 264 кодек, то у нас получается высокая задержка видео. У меня на камере задержка. Так еще и на экшн камере больше задержка, чем на фотоаппарате. Поэтому мы выбираем MGPEG. Да, картинка становится более серой, мыльца, но мы это можем поправить. Поэтому мы выбираем дальше. Цветовое пространство у нас должно быть 709. А цветовой диапазон полный, как мать моих детей. Осуждаю. Или не осуждаю, поддерживаю. А здесь дальше все. Больше нам ничего не надо. Когда изображение появилось в OBS, переходим к настройке самой камеры. Начнем с экспозиции. ISO подбираем под освещение. При нормальном освещении держим диапазон от 100 до 800. Если света недостаточно, можно поднять до 1600, но не выше. Дальше шумов становится слишком много, и картинка заметно теряет в качестве. Баланс белого обязательно выставляем вручную, под ваше освещение. Автоматический режим может давать неприятные скачки цветовой температуры. В настройках изображения резкость и шумоподавление выставляем на значение 1. Если поднять резкость выше, появляются артефакты и усиливаются шумы. Если убрать совсем, изображение становится слишком мягким. Вот и получается. Оптимальное значение у нас 1. Стабилизацию отключаем полностью. Она сильно влияет на изображение, снижая детализацию и четкость. Поскольку камера используется на стационарно, стабилизация нам не нужна. Теперь вернемся в OBS. Чтобы исправить вот эту вот мыльцу, нам нужна цветокоррекция. Луты я не использую, так как луты плохо влияет на данное изображение. Она плохо влияет на картинку. Картинка становится шумным, мыльным и не очень красивым. Может, мыльным и не становится, но очень некрасивым из-за шумов она становится. Поэтому я что делаю? Я выбираю луты, посмотреть. Вот сейчас на камере я выбираю лут. У меня вот точно такой же лут сейчас на камере. А где он? Вот он. Вот. Картинка темная, очень темная. Даже если мы вот так выберем. Не сказал бы я, чтобы оно прям красиво было, да? Не сильно шумное, но и не сильно-то и красивое. Что мы делаем? Чтобы картинка была лучше. Базовая цветокоррекция. Базовая, понимаешь? База. Я могу тебя потрогать. База. Нам нужна база. Женщины — это зло. Делаем базу. Коррекция цвета. Что мы здесь делаем? Здесь мы просто гамму чуточку на свой вкус и цвет убавляем. Где получаем красивое, стабильное изображение. Все. Яркость можете чуть-чуть добавить, если захотите.
Чуть-чуть. И гамочку чуть-чуть. Все. Больше нам ничего не надо. Наше изображение приобрелось. Приобрелось. Как мы смотрим? Коррекция цвета. Если вы часто снимаете на улице и хотите транслировать свое путешествие, то вам подойдет беспроводное соединение. По беспроводному соединению я мало помучился, так что объясню здесь подробнее. А ты, если не поймешь, пиши в комментариях. Скачиваем приложение DJI Mimo на смартфон. Включаем Bluetooth на смартфоне, а также саму экшн-камеру. Открываем DJI Mimo. Разрешаем все необходимые доступы к камере, геолокации, уведомлений. Нажимаем на значок камеры в приложении, а также разрешаем просмотр местоположения. После успешного подключения на экране смартфона появляется трансляция с камер. Здесь мы можем управлять всеми настройками, менять параметры съемки, включать и останавливать запись, делать фотографии. Также у нас здесь есть вкладка «Трансляция». Нажимаем на нее и видим варианты стриминга. Здесь можно выбрать платформу для прямого эфира: YouTube, Facebook и RTM сервера. Трансляция на YouTube максимально простая. Все, что нам необходимо, это подключить Wi-Fi, а также назвать данную трансляцию. Выбираем характеристики, которые нам необходимы: разрешение, качество потоковое, а также стабилизация. Следом надо подключить учетную запись, и можно начать трансляцию. Чтобы транслировать на Twitch, нужно будет немного повозиться. Сначала подключаем Wi-Fi, затем найдите сервера Twitch на сайте платформы или в описании под этим видео. После этого укажите свой ключ от аккаунта Twitch, убрав фигурные скобки. Ключ можно найти в настройках вашего аккаунта. Ну а теперь можно начать трансляцию. Качество картинки, кстати, не сказал бы, что прям ужасное. Но и снимать можно. При беспроводном соединении у вас, возможно, будет задержка, но небольшая, а также быстрый расход батареи. Так что советую взять с собой пауэрбанк, ну или дополнительную батарею. А на этом все. В комментариях пиши, помогло ли тебе, не помогло, будешь использовать, не будешь, продолжать, не продолжать. Ну и хотя бы вот это вот поставь. Может мне поможет что-нибудь, а может быть и нет.